Начнем с цифр. Что такое Батуми? Это город в грузинском регионе Аджария на берегу Черного моря. Основной источник дохода – туризм, поэтому недвижимости здесь много. Я изучаю его уже 6 лет, и это 5-я версия видео о недвижимости здесь. Если верить указателям, границы города находятся на расстоянии 8 километров друг от друга вдоль моря. В глубину Батуми всего 3 километра в самой дальней точке, поэтому практически в любом районе Батуми есть квартиры с красивым панорамным видом на море. Живет в Батуми, по данным 2023 года, 180 тысяч человек. Это, с одной стороны, небольшой город, но уже и не маленький. Здесь нет метро или крупных транспортных развязок, а из-за серьезного бума строительства есть проблемы с пробками на дорогах. Главный плюс Батуми в том, что все нужное для жизни находится в пешей доступности, а пройти весь город можно всего за пару часов пешком. Ну и, конечно, море, хотя купаться лучше за городской чертой. О районах. Бони и Бони-городок – это районы, которые находятся над морским портом Батуми и за железной дорогой. Там живут местные жители, большая часть домов – это частные постройки разных лет. В последнее время стали появляться корпуса эконом-класса с минимальным качеством строительства, но дешевые по цене. Покупают там квартиры в основном местные жители. Отличительная черта недвижимости там – это цена. На море из Бони особо не сходить из-за морского порта. Старый Батуми разделен на две части. Это Приморский парк и вторая часть района, которая находится за улицей Пушкина. Она называется Чаоби. В переводе с грузинского Чаоби – это болото. Про Чаоби можно сказать, что это то же самое, что Бони, только дальше от моря. Нижняя часть Старого Батуми – это самая популярная локация города. В ширину этот район примерно 2,5 километра от статуи Аллеи Нино до Аллеи Героев. Здесь находится непосредственно сам старый город с мощенными улочками, площадями, огромный Приморский парк, Пионерский парк и многое другое. Здесь городская среда наиболее благоустроена. Это визитная карточка города. Жилье здесь пользуется наибольшим спросом и, соответственно, стоит дороже, чем в других районах города. За Аллеей Героев начинается район, который называется Пивзавод. Кстати, сам пивзавод все еще работает, на нем производится знаменитое батумское пиво. Это неплохой рядовой лагерь, стоит недорого и всегда свежий. Приморский бульвар в этом районе становится более узким, чем в старой части, тут более хаотичная и плотная застройка, новостройки перемешаны со старыми девятиэтажками. По комфортности жизни я бы поставил этот район на 3-е место. Главное преимущество района Пивзавод в том, что здесь много магазинов, кафе и ресторанов. За счет плотности застройки даже больше, чем в старом Батуми. А еще здесь недавно открылся самый большой в Батуми молл. Стоимость жилья здесь дешевле, чем в старом Батуми, но и выглядит район чуть менее комфортно. Сразу за районом Пивзавод находится Степановка. Степановка похожа на Бони и на Чаоби. Это старый район. Из отличительных черт здесь находится самый крупный в Батуми рынок – Хопа. Последний приморский район, который находится между Пивзаводом и аэропортом – это Адлия. Также ее называют Новый Батуми. Также многие называют этот район Метро-Сити. Это самый молодой район в Батуми, начался он менее 10 лет назад, когда город передал под застройку огромный участок компании Metro City Group. Извините, не 10, а менее 15. Комплекс построился, сдался, здесь работает самое большое в Грузии казино, тут же отель, второй по размеру в Батуми торговый центр. В довесок к участку застройщика обязали привести в порядок территорию между морем и его комплексом. Так появился второй Приморский парк в Батуми имени Леха и Марии Качинских. Первая линия в Адлии уже застроена крупными апарт-комплексами. Наиболее крупная это White Sails, Metro City и Батуми View. Прибрежная линия Адлии вплоть до аэропорта застроена на сегодня полностью. Вторая линия большей частью сейчас застраивается, и жить комфортно там получится примерно лет через 5. Сам я жил на второй линии в Адлии еще до того, как развернулись там массивные стройки. 5 лет назад там стоял один единственный комплекс, вокруг был тихий и зеленый частный сектор, а до парка пешком идти было 10 минут. Сейчас обстановка там изменилась. Идет много строек, но зато привели в порядок набережную реки, и город стремительно развивается в эту сторону. За Метро-Сити в комплексе Гуру мы купили в рассрочку квартиру для одной из наших мам. Поэтому теперь у меня там есть персональная скидка, которой может воспользоваться любой подписчик канала. На здоровье. Про инвестирование. В Батуми нелинейная модель инвестирования. Рынок молодой, на нем не хватает регуляции, это приводит к сложностям для инвесторов, и именно поэтому здесь нет такого объема инвестиций, как на рынке Арабских Эмиратов. Просто прийти, кинуть пачкой денег первого попавшегося застройщика и забрать через пару лет свой законный $1 миллион не получится. Кстати, где так получается, я не знаю, напишите в комментариях, будет повод поизучать новые рынки.
Плохо это или хорошо, но отрасль развивается, грузины быстро учатся, на место менее ответственным застройщикам и риэлторам приходят более ответственные. Причина очень простая. Первый раунд инвестиций вслепую прошел, и стало понемногу понятно, кто и что умеет строить. Те, кто смог сдержать планку заявленного, остались и вышли во второй раунд с ценами еще выше. Наиболее безответственные застройщики вынуждены сейчас продавать свои объекты с огромным дисконтом. Например, один из самых дорогих и массовых застройщиков стал вполне себе ординарным по ценнику, так как многим стало ясно, что номера в апарт-комплексах без нормального отопления не очень реализуются как инвестиции, потому что их можно эксплуатировать всего несколько месяцев в году. Также недостроенная инфраструктура и жизнь в условиях торчащей арматуры цены объектам недвижимости не добавляет. Но были и те, кто справился с трудностями и закончил строительство. Риэлторы, которые появляются на ютубе, все в один голос твердят, что не нужно верить строительным компаниям, которые нагло обманывают людей, обещая рост капитала в 15% за год и выше. Справедливости ради отмечу, что подобные цифры 15 и выше рисуют, во-первых, сами риэлторы, а во-вторых, даже эти цифры более чем достижимы, если не творить откровенных глупостей. Можно ли купить и продать квартиру в Батуми с хорошей маржой? Модель спекулянтов. Можно. Модель называется «Мамкин спекулянт», и именно ее чаще всего предлагают покупателям. Расскажу не только, как это должно работать, но и почему это может не получиться. Схема рисковая, но может выгореть, и многие так делали, ну или пытались. Также многие участвовали в МММ, многие торговали сомнительными БАДами, многие покупали курсы у инфо-цыган. Все это делали многие. Пусть они и дальше так делают, я просто опишу схему для батумской недвижимости. Вносится первоначальный взнос на квартиру 10%. Затем берется рассрочка, например, на 48 месяцев. Это самые длинные рассрочки, которые я встречал у застройщиков в Батуми. Таким образом, в месяц придется платить по 2% от общей стоимости объекта. Если повезет, и рынок будет находиться в активном движении, то цена в период рывка может повыситься на 30% буквально за полгода, как это было уже в 2022 году. Таким образом, ваш бумажный доход будет составлять 130% за полгода или 260% годовых. Это называется бумажный доход, который многие путают с реальным. Нельзя говорить, что его невозможно получить. В теории и на бумаге можно. На практике, даже если рынок двинется столь активно ровно сразу после открытия сделки, продать придется с дисконтом не менее 10% от цены застройщика, потому что нужно будет конкурировать с застройщиком. То есть останется доход всего 20 тысяч при вложениях 22 тысячи. 90% за полгода или 180% годовых. Это первый понижающий фактор. Второй понижающий фактор – это то, что вы не знаете, кому продать, и значит половину этой прибыли отгрызет риэлтор. Останется уже 90% годовых. Все еще шикарно выглядит. Тогда добавим налоги, которые потихонечку съедят еще четверть прибыли. Уже остается около 70%. Теперь добавим реалии того, что рынок с такими скачками в Грузии двигается раз в 3-4 года. Это превратит наши 70% в те самые 20% в лучшем случае. А чаще всего, и это бывает чаще всего, человек впадает в панику и начинает искать покупателя за любые деньги, чтобы только вернуть хотя бы то, что вложил. Такова психология большинства людей. И поэтому грандиозный бумажный доход на практике для многих становится простым пшиком. Кто покупает на рынке Грузии? О чем еще не говорят риэлторы? 50% рынка недвижимости Грузии – это сами грузины. Но риэлторы вам об этом не расскажут, потому что 99% из них не говорят по-грузински. И для них эта аудитория грузинов – это неликвидный рынок, terra incognita. Кстати, довольно странно наблюдать, что люди, считающие себя экспертами в недвижимости Грузии, двух слов по-грузински связать не могут, как правило. При том, что им надо работать с документами на грузинском языке, который является основным во всех сделках, связанных с недвижимостью Грузии. Также риэлторы не расскажут о том, что скупают англоговорящие, потому что, как бы это дико ни звучало, абсолютное большинство риэлторов в Батуми не знает ни грузинского, ни английского языка, а значит просто не видят практически самые крупные куски рынка и не могут их проанализировать. А кто видит? Видят застройщики. Если в 2019 году основное требование второго языка к отделу продаж было в виде знания русского языка, то сейчас это английский. И тут хватает англоговорящих евреев, арабов, поляков и многих других. Кто эти многие? Многие другие. Можно очень легко отследить, просто посмотрев таблицу перелетов Кутаисского и Батумского аэропорта, как они расширились за период после пандемии. В Батуми продается два типа недвижимости – жилая и коммерческая, квартиры и апартаменты. Их часто путают. Цель апартаментов – генерировать пассивный доход для их владельца или для управляющей компании, тут уж как повезет. Также апартаменты нужны владельцам для отдыха в Грузии. Квартиры подходят для постоянной жизни и долгосрочной аренды.
Апартаменты подходят для краткосрочной аренды и отдыха. Обслуживать квартирные дома дешевле, но они быстрее ветшают. Апартаменты стоят дороже, с дохода там платится больше налогов и такса содержания ниже. Также важная подробность: если вы продаете квартиру или апартамент в Грузии ранее, чем через 2 года после получения права собственности, то с дохода по квартире нужно уплатить 5% налога, а с дохода по апартаменту 20%. Доходом считается разница между ценой покупки и ценой продажи. Про загородную недвижимость в виде вилл и коттеджей на канале есть отдельные видео. Проблемы и возможности в этой недвижимости я опишу в отдельном видео. Если вы покупаете апартаменты в комплексе, это означает, что при подписании основного договора также придется заключить договор с управляющей компанией на обслуживание комплекса. Взамен управляющая компания гарантирует чистоту в подъездах, обслуживание инфраструктуры и поддержание жизнеспособности комплекса. Ставка за обслуживание в зависимости от комплекса разнится от 50 центов до $2 с квадратного метра. Возьмем квартиру 65 квадратных метров. Ее цена будет, скажем, $130 тысяч или даже больше. Стоимость платежа в месяц будет от 30 до $130 в зависимости от комплекса. То есть в год мы тратим примерно $350–1500 на обслуживание комплекса. В процентах это 0,25–1,2% от фактической стоимости недвижимости. Изо всех утюгов мы слышим о том, что это ужасно плохо и дорого. Однако если понимать, что рост цен по Батуми на отрезке в 5 лет составляет в среднем 16% в год, где-то на 20-25 растет приличная по состоянию недвижимость, а неприличная растет всего на 6-10%, то становится понятно, что эти расходы можно оправдать. Просто когда максимальный процент отъедается при минимальном росте дохода, это печально. При этом я не хочу сказать, что все апарт-комплексы хорошо растут в цене, а квартирные дома плохо. Это совершенно не так. В Батуми достаточно примеров, где заявленная в апарт-комплексе 10 лет назад инфраструктура все еще находится на стадии котлована. И там вы платите те же $1,5 в месяц, а цена как не росла особо, так и не растет. Если же мы рассмотрим обычные квартирные дома эконом или комфорт-класса, где мы платим всего $10 в месяц за обслуживание аналогичной квартиры, это почти в 10 раз меньше. Но большинство таких домов в Батуми приходит в плачевное состояние через 3-4 года после того, как в них поселяются люди. Исключения также есть, и их также можно находить, но общая тенденция такова, что сколько ты платишь, столько ты и получаешь. Обмануть всех и получить за 3 копейки люкс еще ни у кого не получилось. Вероятность этого 100%. Есть еще один нюанс с жилым домом. Поскольку в квартирном доме денег собирается минимальное количество, там могут возникнуть следующие проблемы. На каждую серьезную нештатную ситуацию деньги придется собирать всем миром. Поскольку большинство собственников недвижимости в Батуми круглый год не живут, скидываться на проблему никто не хочет, считая, что это проблема тех соседей, кто сейчас живет. Начинаются знаменитые коммунальные войны на тему «а кто должен платить» и «поскольку денег собирать». Для примера. В доме, где я живу, капитальный ремонт второго лифта требовался уже 5 лет. На него собирали чуть ли не все эти 5 лет, искали умельцев, заключали с ними договоры и так далее. В итоге, пока лифт окончательно не встал, никто из жильцов даже не пытался сдать деньги. В результате сверхоперативных мероприятий через 2,5 месяца лифт починили. Слава богу, второй лифт в это время работал. При этом мы говорим о том, что в подъезде всего 4 квартиры на этаже, и этажей всего 13. То есть 50 квартир между собой не могли эту проблему решить несколько месяцев. А в Батуми есть дома, где этажей значительно больше, так же как и квартир на этих этажах. Да, в квартирном доме обслуживание стоит значительно дешевле, но есть серьезный риск ходить пешком на 20 этаж, пока соседи договорятся между собой. В Батуми появились управляющие компании, которые уже начали решать эти проблемы, в том числе и кредитуя дом на капитальные ремонты и скапливая понемногу все, что удается сохранить на счетах, но в целом можно сказать, что в простом квартирном доме придется больше и чаще решать бытовые вопросы, которые касаются всех, кто там владеет недвижимостью. Вообще, если разумный человек получает новую для себя информацию, он старается ее проверить в альтернативном источнике. Это называется критическое мышление, и у многих людей оно отсутствует. Так бы я сказал, если бы я был злым и недалеким. Но надеюсь, что это не так. А как на самом деле? На самом деле в Грузии покупают очень много квартир люди, которые до этого вообще не имели дела с недвижимостью, и у них нет никакого опыта. Это означает, что многие подписывают договор впервые в жизни. Энтузиазм от покупки притупляет логику. Как бы неудобно было бы сказать застройщику: ну что же, вот вы обещали бассейн, давайте его в договор запишем. А где у нас в договоре разрешение на строительство? Оно у вас есть вообще? Ведь вы же находитесь в офисе строительной компании.
И подобные вопросы выглядят как будто бы неуместно. На самом деле вполне уместно. Я работал с документами на разных языках и в разных странах. Грузинские застройщики ничего нового в плане договоров не придумали. Любой застройщик в любой стране хочет получить деньги и не иметь обязательств. Например, сравнивая с российским рынком, я могу сказать, что там потребитель уже более подкован, но и там, в Сочи, до сих пор можно купить квартиру по предварительному договору подряда, что и документом-то по сути не является. Поэтому, изучая договоры застройщиков Грузии и слушая плавную речь менеджера по продажам или риэлтора, важно проявить волю и здравый смысл. Это значит, на самом красивом моменте нужно остановить спикера и нудно прогнусявить. Запишите, пожалуйста, на предварительный договор, что в комплексе планируется детская площадка. Или включите, пожалуйста, мой договор купли-продажи, план дома с территорией, где все объекты благоустройства есть на плане. Например, в Оазисе такой план есть. И если на территории комплекса появится что-то незапланированное, жилец уже не будет говорить о том, что ему пообещали, но обманули. Он с конкретным документом сможет обратиться в суд, где его претензии будут подтверждены не словами «он мне обещал», а документами. Я знаю, что никто не любит судиться ни в одной стране мира, но смысл в том, что и застройщик не сумасшедший, и имея в своих договорах определенные обязательства перед сотнями людей, вряд ли станет усложнять себе жизнь. Достаточно сложно будет воткнуть еще пару корпусов и перекрыть вид своим покупателям, если есть план участка с разметкой, где и что должно быть по проекту.